Всем привет! Вы на канале «Существует способ», и в этой серии мы с вами погрузимся в колорит уличной еды Индии. Будем пробовать традиционные блюда, которые зачастую выглядят совсем неаппетитно. Антисанитария, еда возле пыльных и шумных дорог, приготовлена неизвестно из чего. В общем, все как мы любим. Немногие путешественники решаются попробовать то, что попробуем мы в этой серии. Будет очень горячо, ведь здесь практически в каждое блюдо добавляют перец чили. Очень много перца чили. Поехали! Вот так вот в кастрюле вымешивают здесь масала чай. Это чай со специями, с молоком. И в таких глиняных горшочках разливают. Подают горячим, со специями, с гвоздикой, со всяким перчиком там и прочими, с кардамоном и молоком. На вкус сладкий, сладенький и остренький. Короче, мы допросились чего-то, непонятно чего. Давай, Лена. Лена пробует первый. Что это такое? Что, как? Невкусно? Нет? Вообще ни разу. Что напоминает? Острую штуку какую-то и все. Нету столов, чуваки. Тут просто, типа, ты садишься на табуретку, блядь, вот на такую. На грязную, посмотрите, тут еще тут ошметки какие-то. И на ней ешь. Не знаю, насколько это безопасно вообще здесь питаться, но здесь очень много местных. Возможно, это показатель, как бы. Видимо, едят здесь, не умирают. Возможно, мы тоже не умрем, но это не точно. Но, по-моему, здесь вообще на самом деле все почти на один вкус. Короче, вот эта херня, которую он размял, это самса с картошкой. Ну, реально, да, она похожа на самсу, а внутри нее картошка. Ее он залил какой-то жижей, нутово-горохово, не знаю, чечевичный. Там же находится просто, наверное, тонна перца. Оп. Я не знаю, из чего это, но... Это просто хлеб, это тост с сыром. С сыром? Что еще, да? Это тофу, мне кажется. А может быть тофу. Да. Эта штука, которую я взял, я не знаю, что это такое. Это похоже на сэндвич с, не знаю, беконом, с сыром. Но по факту это совершенно другая штука. Стоит она 40 рупий. Пробуем. На самом деле, то, что мы предыдущее съели, было очень ядреное, очень жгучее. Я не понимаю, это острое или нет, после того, что у меня уже там все рецепторы просто уже там испепелены. А вкус? Ну, на вкус поприятнее, чем то, что было до. Вот эти все пирожочки, которые у них лежат, вот там, на прилавке, они их, короче, берут, сминают и добавляют какую-то жижу. У чувака там настолько это трэшово выглядит. У чувака весь стол этой жижей залит, потому что он постоянно в миске эту хрень добавляет. Весь стол залит, причем на этом же столе лежат и деньги, которые он забирает этими же грязными руками. Ну это, ребята, индийский стритфуд — это чисто на любителя. И местные, короче, берут еще и вот в эту всю хрень, которая и так острая, они еще добавляют сверху прям стручки перца чили. Внутри этой штуки все-таки оказался чили. Смотрите, какими кусками его добавляют. Вот таких кусков, вот на такую булочку может быть несколько. И вы сами знаете, что такое перец чили и насколько он острый, даже если просто его лизнуть чуть-чуть. Перед тем, как пойти в храм, можно купить вот такие вот сладости. Их продают в вот таких вот бумажных пакетиках по несколько штук. И их можно использовать как подношение. Короче, здесь делают картофельные... Это же драники, получается. Да, это драники. Картофельные котлеты вот такие.
What is this? Onion. Редис. Okay, little bit. Yeah. Okay. What's price? Короче, это драники, ну, то есть их делают из картошки, из местной. Добавляют туда несколько каких-то соусов, редиску, горох, перец чили, карри и что-то еще было. Ой, там обезьяна побежала. А еще ты ешь напротив помойки. А это нормально, ребят. Это почти как десерт. Потому что картошка у них сладкая. На, Леночка, попробуй. Ну, это, кстати, вкусно. Это вкусно. Да. Вон, обезьяна, смотри, на столб залезла. На дерево перепрыгнула. Первый человек, первый повар, который спросил, вам поострее или наоборот немножечко послабже. Это хорошо, конечно. Посреди площади продают кукурузу. А у них здесь мешок с кукурузой. Или она даже сырая, не знаю. Вон там сразу же куча денег. И все желающие подходят и берут себе початочек. Он его сразу же смазывает перчиком. Сладости, которые мне дали возле храма. Ну, не дали, а я купил. Это невкусно. Печенье прям с маргарином, Такое, знаете, с дешевым. Ну, это как ириска. Только разваливающаяся, рассыпающаяся. У меня еще есть третья. Она рассыпалась у меня в руках. Сладости индийские не очень мне зашли. И Лене тоже. Вот так вот выглядит местная забегаловка, куда приходят обычный народ, типа, кто здесь живет. Не всякие жиды, зажравшиеся. Подливает рис, подливают какой-то бобовой жижи, дает пару лепешек, и все, и ужин готов. Вот такой шикарный ужин вышел нам на 120 рублей. Перед ним желательно все-таки как-то самое немножко спиртиком ручки обработать, потому что есть придется руками. Улицы сами видели какие, что вы там трогали, неизвестно. И, короче, вот этот ужин, который мы взяли, он совсем оказался не острый, потому что то, что мы ели днем, это было гораздо жестче. Он вполне себе приемлемый и не сжигает тебя полностью. Короче, еще раз мы попробовали кокос, и опять он оказался беспонтовый. Прошлый мы пробовали в Афганистане, а этот индийский. Думали, здесь все-таки тропики, и он будет сладенький, но по факту он такой же пресный оказался. Зашли еще в одну кафешку, и сейчас парень готовит тхали. Достал тарелку с рисом и на огонечке делает вот такое, закидывает подливу. Конечно, не очень аппетитно это выглядит. Я обычно, когда ёршиком в унитазе плащусь, примерно так же выглядит. Просто надо принять все. Конечно, выглядит жестко, но нужно научиться это принимать. И даже если вы пойдете в какой-то, наверное, дорогой ресторан, скорее всего, там повара вам будут готовить точно так же. Какие красивые стульчики, смотрите, присаживайся, Елена. Ни в чем себе не отказывай. О. Сегодня стираю одежду. Да, на самом деле, похоже, здесь после каждого дня прогулки надо стирать одежду. Воду здесь в кафешках приносят вот в таких графинах, но не советуем пить с них, потому что... Ну, собственно, посмотрите на этот графин, а потом подумайте, хотите ли вы, как это сказать, проснуться завтра. Вот это, как она называется, да, я забываю. Дал с чечевицей. Он немножко остренький. И фасоль, обычная фасоль, тоже, ну, какой-то подливки. Вполне себе норм, съедобно. И такой обед вам выйдет где-то меньше 100 рублей, да.
и вполне себе наедитесь. Короче, какой-то сгущеночный что это такое? Нет, смотри. Он добавил вот той штуки. А, это сгущенка типа. Такое блюдо сгущенки. Это, короче, хлеб со сгущенкой и с какой-то лабудой. Пришло время попробовать. Но это не пахнет ничем. Пудинг, да? Да. Это хлебный пудинг со сгущенкой. Вкусно. Но здесь это как бы сгущенка, молочный они привкус. пытались, да, молочный привкус прям очень яркий. Ладно, попробуем. Вот так штука это выглядит. А внизу вот это вот, что это? Это хлеб. Просто хлеб. Сладкий или не сладкий? Непонятно, короче. Это, по-моему, кокосовое молоко. Потому что у меня кусок кокоса попал. Короче, вот это молоко, это кокосовое молоко, мы выяснили. А внизу хлеб. Ну, типа лепешка какая-то с сахаром. Это, конечно, не аппетитно здесь, но вполне съедобно. Лена решила покласть яичко и хлебушек с маслом. Яишенка вполне себе ничего, но только вот здесь они так же, как и во все блюда, добавляют чили, вот прям кусочки. Можно выколупывать вот такие. Вот. А булочка, тост с маслом. Ну, в принципе, норм, такой вполне себе европейский завтрак. Короче, здесь еще есть вот такие штуки. Это что-то наподобие теста, не знаю, или как под орешки, знаете, у нас делают со сгущенкой. Эти вот хрустящие штуки он надламывает, а внутрь заливает какую-то жижу. Да, вот эту вот черную. Это, видимо, какой-то соус. Плюс... А, да, в каждую штуку он кладет разные эти самые ингредиенты. Your milk. Milk. Какой-то тайп. Почти у каждого в лавке стоят вот такие вот благовония. Просто горит кусок дерева сандалового. Окей. Ну что, пробуй эту молочную штуку. Вчера картошка другая была. Нормально? Лена довольна, даже учитывая, что здесь что-то с молоком. Короче, он сказал, просто берешь и закидываешь. С чем-то сравнить невозможно. Хрустит как вафля. На вкус как горох. Только перченый и слащеный. Короче, сейчас мы будем пробовать какое-то яблоко индийское. Короче, вот так вот разламываешь его. Ну, очень сладкое. Да? Угу. Прикольно. Там косточка внутри. А, эти косточки надо выплевывать, да? Ну, попробуем. Yeah, delicious. Короче, выглядит яблоко. Но, на самом деле, по цене они, конечно, заряженные. Может быть, сейчас не особо сезон их. Может быть, для нас. А может, для нас, да, заряженный ценник. 40 рублей. 40 рублей, типа, одна штука. На самом деле, вкусная. Прямо хочется его съесть полностью и взять еще. Собственно, мы приобщились к тому, чтобы есть вот этих забегаловках уличных. И, в принципе, здесь постоянно и питаемся. И, как ни странно, вроде все нормально. Типа, мы не отравились, не умерли, живы целы, фу не сглазить. Вот. А сейчас мы взяли вот какой-то самсу и рис. Сейчас позавтракаем плотненько перед дорогой. Попробуй, как тебе? Вот это похоже на кемали какие-то. Это остро. Как обычно. Да, но есть какой-то привкус, который мне не очень нравится. Не знаю, что это за привкус вообще. А мне, короче, принесли вот такую самсу. Утреннюю. Сказали, утренняя самса самая вкусная. Ну, самса без мяса. Потому что мы в Ришикеше. Столица йоги, здесь не принято есть мясо. Самсе, горошек, перец чили и картошечка. Как готовятся эти самбусушки? У них вот такая кастрюля большая. Смотрите, сколько специй там. Вот это вот все красное, это все перец чили, соль и прочие компоненты. Прям вообще.
И на выходе имеем вот такие там бутушки. Здесь он их обжаривает. Прикольно. В городе Зиракпур предлагают попробовать бургеры с нутовой начинкой. И, собственно, мы заказали себе парочку. И сейчас посмотрим, что же это такое, из чего это делают и каково это на вкус. Вот такие вот лепешки, которые у него в пакетах расфасованы. Он их достает и начинает жарить. Процесс приготовления. Вот он разрезает нашу булочку, кладет ее в газетку заранее подготовленную. Вот у него тут целая стопка. А вот там у него нутовая начинка. Нут с овощами, естественно, с перцем, с красным, с чили. И вот он ее наполняет, причем так плотненько, знаете, чтобы начинка у вас не айба какая была. Сейчас он сверху добавит, это лучок, по-моему, да? That's onion, yeah? Onion. Onion, yeah. Mirch. Okay. Chili. One Chili. One chili. Зелень. Lemon. Лимон. Лимон. Окей. Окей. Эй. Горяченький, такой свеженький, прям. Ух, Не обожгись. с перцем чили. Ты его целиком съел? Да? Он на тебя смотрит. Он ждет моей реакции, смотрите. Он думает, что я перец еще не ел. Можем подсимулировать. О, пряненько, вкусненько. В принципе, здесь в основном они используют всякие бобовые для начинок, для всяких заправок и прочего. Реально, не надо бояться есть вот в таких заведениях. Они, может быть, выглядят на первый взгляд страшненько, типа чувак там что-то жарит на своей телеге. Но по факту он готовит все свежее. Это не лежит там, типа не ждет своего покупателя как какое-то неопределенное время, несколько там недель, грубо говоря. Он взял все это, купил с вечера, утром начал готовить и в течение дня это распродает. И это значит, что продукт будет качественный. Вот. Постепенно находим все новые какие-то вкусности. Вот сейчас в учебном кампусе нашли вот такие вот пирожки, непонятно с чем. Сейчас вот там вот поджарят одну штучку. Поджарят нам по одной вот этой и по одной вот этой штуке. Я не знаю, правда, что это такое. По-моему, это цветная капуста в какой-то панировке. Это у нас хлебушек с яйцом и с чем-то еще. Покота называется. Тарелочка у нас получилась с всякими вкусностями. Плюс взяли по 2 самсы. Ну, самса здесь, естественно, вегетарианская. Вот. Плюс покоту взяли. И да, вот это вот, короче, оказалась цветная капуста. Она просто в какой-то панировке. Это панировка как будто бы из картошки. Капусту обваливают в картошке с яйцом и зажаривают во фритюре. Как самса. Вкусная, очень, не знаю, сытная. Я что-то съела пару кусочков, уже будто бы наелась. Это, судя по всему, тофу, жареное во фритюре, да. Вот его разрезали вот так вот, тоже какой-то хлебушек или тесто, что это такое? Да? Вкусно? Тут очень вкусный тофу. Ну, тофу здесь свежий, потому что он здесь и растет. На мой взгляд, покота здесь самая топовая из всего этого. По той причине, что тесто очень мягенькое, вот эта бобовая начинка, она просто растворяется в этом тесте. И, ну, реально вкусно, очень вкусно. Серия про уличную еду подошла к концу. Предупреждаем, что все сравнения еды с чем-либо исключительно юмор. Контент носит развлекательный характер. Напишите в комментариях, что бы вы решились попробовать на улицах Индии и решились бы вообще. По классике ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и этим вы нас очень поддерживаете. А уже в следующей серии мы отправляемся в не менее удивительную страну. Поэтому до скорого!